Я вяжу из пряжи, бывшей в употреблении. Она осталась у меня от распускания прошлых проектов. Трикотажная нить бисквит, 100% хлопок. Одинаково хорошо изделие получится как от нового мотка, так и с бэушной пряжи. Так что если есть надоевшее изделие, смело распускайте и вместе со мной вяжите подушку. Также я приготовила крючок номер 5, ножницы, иглу для сшивания и наполнитель для набивки подушки. Начинаю вязать от цепочки воздушных петель. Для разного размера изделия вам потребуется количество воздушных петель кратное 2. Я набираю 12 петель. Готово. Далее по задней части цепочки из воздушных у меня есть перегородка. В нее я и буду вставлять крючок. Пропуская первую 12-ю петлю в моем случае, я вставляю крючок в заднюю перегородку и провязываю столбик без накида. Таким образом, так как я пропустила первую точку, сейчас у меня только 11 точек для провязывания. Вяжу ряд до конца. 11 провязано. Узелок начала можно распустить и подтянуть. Далее петля подъема, переворачиваю вязание. Все последующие ряды крючок буду вставлять за заднюю полупетлю. Петля подъема пропускается, крючок за заднюю полупетлю и столбик без накида. До конца ряда в количестве 11 столбиков. В 11-ю точку я делаю добавление, то есть провязываю еще один столбик, 12-й. Готово. Петля подъема. Теперь будут чередоваться ряды. В одном ряду в конце ряда я буду добавлять, в другом ряду в конце ряда я буду делать убавление. Количество петель от ряда к ряду меняться не будет. И здесь в конце третьего ряда делаю убавление. Вставляю крючок в заднюю полупетлю предпоследней петли, далее последней петли и провязываю 2 петли вместе. Тем самым у меня получается убавка. Переворачиваю вязание. С этой стороны добавляю в конце ряда, с этой стороны в конце ряда убавляю. Таким образом у меня получится ромб. Вяжу до конца ряда, делаю добавление. В следующем ряду в конце ряда делаю убавление. И так далее. Мне необходимо навязать гармоничное количество рядов для моей заготовки формы ромб. Вот последняя точка. И добавку я делаю уже не в последнюю точку, а в кромочную перемычку. Так каждый раз в следующих рядах. Количество рядов, которые я провязываю, напрямую зависит от количества петель начального набора. Напоминаю, у меня 11 точек для провязывания и 12 петель набора у основания. Таким образом, сейчас провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар рядов. То есть 12 петель набора и 12 рядов. Я делаю петлю подъема. Следующий ряд, он уже пойдет последним, поэтому вяжу его следующим образом: за заднюю перегородку точно так же петли, но уже в конце этого ряда я не буду провязывать убавление, а перехожу на боковую часть обвязки, чтобы ромб стал правильной формы. Сейчас он слегка вытянут, кажется, что ряды провязаны лишние, но это преждевременно. Здесь не делаю убавления, провязываю петли, как они есть, и перехожу на обвязку края. Пропускаю боковую перемычку, вставляю крючок напротив ряда, 1,
вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и последняя 11 петля. Соответственно, точно так же, как по основанию у меня было 11 точек для провязывания. Петля подъема, переворачиваю, начинаю вязать в обратном направлении следующий ромб. В конце этого ряда у меня будет добавка. 10 столбиков уже провязано, и последний 11 делаю добавление, провязывая второй столбик в 11 точку. Петля подъема, обратный ряд, точно так же пропуская петлю подъема, в заднюю полупетлю кромки ряда вяжу обратный ряд. В конце этого ряда у меня по аналогии с прошлым ромбом будет убавка. И так далее. В одном ряду в конце ряда делаю добавление, в следующем ряду убавление. 2 последние точки провязываю вместе. Готово. Таким образом, здесь пойдет ромб на убыль, здесь пойдет ромб на рост. Вяжу ряд за рядом. Уже по рисунку видно, где мне нужно делать добавки, а где убавки. Здесь по аналогии добавление делаю не в ту же точку, а в перемычку на кромке. Только в первом ряду у меня этой перемычки нет, поэтому добавка пошла в ту же точку. Со следующего ряда идет кромочная перемычка, для того, чтобы угол был более гармоничный и аккуратный. Я завершаю вязать второй ромб, фрагмент моей звезды. И если здесь у меня было 13 рядов, напоминаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6 с половиной пар, то здесь считаю вместе с рядом обвязки 1, 2, 3, 4, 5, 6 с половиной пар. Если смотреть по лицу, то получается 6 пар рядов. И этот последний ряд, он по лицу 12, по изнанке 13, потому что вот этот бортик относится к вот этому фрагменту. Я здесь не делаю убавку, провязываю столбики в имеющиеся точки для провязывания и перехожу на обвязку края. По краю у меня должно быть точно так же провязано 11 столбиков. Еще раз важно здесь не довязать до упора, потому что упорные стежки каждого ряда я буду собирать в центре. Здесь по боку 11 столбиков, аналогично столбикам основания при начале вязания. Переворачиваю, и с этого ряда по аналогии в конце ряда в 11 точке провязываю 2. Далее от центра делаю убавки в конце ряда, а на угловых частях делаю добавление в конце ряда. Вяжу одинаково необходимое количество лучей. Для пятиконечной звезды 5 одинаковых фрагментов, для шестиконечной соответственно 6. Я связала последний 5-й фрагмент. У меня пятиконечная звезда. Здесь еще помещается 6-й фрагмент для шестиконечной звезды, так как узор очень эластичный и хорошо держит форму. Свободно можно вязать 6-й фрагмент. Итак, перехожу на обвязку. Это последний край. Здесь точно так же провязываю 11 столбиков.
Оставляю хороший запас нити, чтобы его схватило, стянуть центр, сшить боковину и непосредственно пришить вторую такую же точную деталь подушки. Вытягиваю нить и вставляю нить в иглу. Обратите внимание, конец вязания, начало вязания. Вот от начала мне нужно подхватить снизу вверх каждую петлю фрагмента. Такие стежки. Я их просто собираю на иглу. И затягиваю. Прохожусь в ту петлю, из которой нить выходила, чтобы окончательно закольцевать. И максимально затягиваю. Край начала вязания можно спрятать на изнанку. Далее сшиваю детали. Поочередно в каждую точку вставляя нить. Следующим образом подхватываю здесь и обе нити кромочной косы здесь. Теперь обратно. С изнанки мне нужно подхватить следующие кромочные косы и вывести с другой стороны окончание вязания. Итак, туда-обратно до конца ряда. Еще раз повторюсь, мне нужна вторая точно такая же деталь с таким же запасом нити. Прикладываю их изнанка к изнанке. Край нити оставляю с другой зеркальной стороны. Здесь можно выбрать любой способ сшивания деталей, но так как края не одинаковые, здесь у меня боковой шов, а здесь кромка ряда. Я сшиваю самым простым и понятным для себя способом. Нить входит всегда с одной стороны и выходит с другой стороны. Хорошенько подтягиваю. Слежу, чтобы совпадали утопленные и выпуклые углы моей звезды при сшивании. Так, стежок за стежком прохожусь по всему краю. Когда останется минимальное отверстие, набиваю подушку наполнителем. Подушки получились очень стильные и уютные, прекрасно впишутся в интерьер детской комнаты или гостиной. Вот такая большая подушка получилась из 1,5 мотков пряжи. Хочу предупредить, если пряжа будет от нового мотка, может потребоваться немножко больше и размер изделия будет больше, 40 сантиметров. И такая шестиконечная звезда получилась из чуть менее 1 мотка. Если пряжа не вязаная, в 1 моток вы прекрасно уложитесь. 29 сантиметров ее размер. Все необходимые характеристики и уточнения по пряже и расходу оставляю в описании под этим роликом. Также оставляю ролик на вязание интерьерной подушки звезды спицами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!